Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся чуть дальше от парагвайской столицы. Наша цель – развалины иезуитских миссий, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И раз уж мы едем на юго-восток Парагвая, то мы не могли обойти вниманием место, где Парагвай и Аргентина разделены большой рекой, но соединены большим мостом. Мы побываем на пляжах Энкарнасьона, побродим среди руин иезуитских миссий и узнаем их историю, заедем в частную пивоварню и просто посмотрим окрестности. Энкарнасьон, туристический город с населением около 130 тысяч человек, находится в 370 километрах к юго-востоку от столицы, на границе с Аргентиной. Граница проходит по руслу реки Парана. В этом месте она не очень широкая, и на другом берегу виден аргентинский город Посадос. Энкарнасьон и Посадос соединены большим вантовым мостом. До коронавируса на мосту было оживленное движение, а сейчас тихо. С марта 2019 года и до сих пор граница Аргентины закрыта. Мост назван в честь первого парагвайского святого, иезуита Сан-Роке Гонсалес де Санта-Крус. Он известен тем, что основал на этих территориях множество миссий. Одна из них, построенная в 1615 году, легла в основу современного аргентинского города Посадос, а другая стала парагвайским Энкарнасьоном. В 1628 году он отправился на юг Бразилии, где после конфликта с одним из местных вождей Роке Гонсалес был жестоко зарублен топором вместе с еще двумя монахами, а миссия была уничтожена. По легенде, когда их тела бросили в костер, сердце Роке Гонсалеса заговорило с убийцами, заставив их увидеть, что же они натворили. Сердце Роке и топор, которым он был убит, были перевезены в Рим, затем в Аргентину, после этого их доставили в часовню мучеников в Асунсьоне, где они хранятся по сей день. В 1988 году Роке де Санта-Крус был канонизирован римским папой Иоанном Павлом II. Его имя носит множество объектов на обоих берегах Параны, а его портрет помещен на самую крупную купюру Парагвая – 100 тысяч гуарани. Поскольку Парагвай находится в самом сердце Южной Америки и не имеет выхода к морю, то Энкарнасьон, стоящий на берегу широкой реки, привлекает много туристов. На входе очередь, тщательно записывают данные наших документов, номер телефона, откуда мы приехали. Окей, наконец все формальности соблюдены и можно поплавать. Водичка чистая, дно песчаное, красота! Но тут нас ждал сюрприз. Купаться здесь можно только у самого берега, где глубина воды чуть выше колена. Дальше буйки, за которые нельзя. И на страже безопасности отдыхающих по колено в воде стоит спасатель со свистком, который строго следит, чтобы народ не утонул. Ну что ж, поскребли животами дно, посидели на попе, охладились. Но нашему удивлению не было предела. Хочу спросить наших парагвайских зрителей, если кто-нибудь знает, почему в Энкарнасьоне разрешено купаться только у самого берега, напишите, пожалуйста, в комментариях. А мы с вами отправляемся в прошлое, в те времена, когда соприкоснулись два совершенно разных мира – гуарани и иезуиты. Если взять французскую карту 1656 года и совместить ее с современной картой, то видно, какую территорию сегодняшнего Парагвая, Аргентины, Уругвая, а также части Боливии и Бразилии населял народ гуарани, который насчитывал около 2 миллионов человек. Гуарани жили большими коллективами, куда входило от 10 до 60 семей, которые проживали вместе в одном доме. Это были длинные дома без внутренних стен, построенные из веток, глины и соломы. Обычно эти дома были примерно 50 метров в длину и 5-6 метров в ширину. Более крупные поселения состояли из нескольких таких домов и их обносили частоколом. Гуарани обеспечивали свое существование как сельским хозяйством, охотой и рыболовством, так и собирательством. Полуоседлые индейцы перемещались с места на место каждые несколько лет, когда вокруг их стоянки снижалось плодородие почвы. Они выращивали кукурузу и маниок, бобы и арахис, кабачки и батат, хлопок и табак. Мужчины расчищали земли для посева, охотились на животных и птиц, ловили рыбу, строили дома. Женщины готовили еду и ухаживали за детьми, собирали в лесу дикие фрукты и мед,
занимались домашними делами. Гуарани работали ровно столько, чтобы удовлетворить свои текущие потребности и не делали запасов. Одновременно с этим они часто прерывали свой труд церемониями, развлечениями, социальными мероприятиями и отдыхом. Социальный статус не измерялся богатством. В обществе гуарани лидерами являлись не те, кто копил, а те, кто активно делился. Помимо главы семьи, значительным авторитетом в обществе гуарани пользовались и шаманы. Шаман, обладавший магическими врачебными способностями и даром предвидения, отвечал за отношения семьи с миром духов. Мифология гуарани – это большая интересная тема, по ней у нас будет отдельное, более подробное видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Общество Иисуса – мужской духовный орден Римско-католической церкви, основанный Игнасио Лойолой в 1540 году. Орден успел стать одной из самых влиятельных и противоречивых религиозных организаций в истории. Одной из главных целей ордена было распространение католицизма среди неевропейских народов. В те времена королю Испании было важно укреплять свое влияние на новом континенте. Интересы испанской короны и католической церкви совпали, и вот в 1609 году была основана первая миссия иезуитов Сан-Игнасио-Гуасу, а позже целая система христианских миссий. 30 отдельных редукций, в которых суммарно проживало до 141 тысячи человек, составляли ядро иезуитского государства. 15 из этих миссий находятся на территории современной Аргентины, 7 в Бразилии и 8 в Парагвае. Воспитывая индейцев в католической вере, монахи планировали распространять католицизм, а защищая индейцев и обучая их, выполнять благотворительные функции. Как гуарани, так и монахам и иезуитам пришлось несладко при знакомстве друг с другом. Первые монахи столкнулись с огромными трудностями и опасностями. Миссионеры долго путешествовали через труднопроходимую и опасную местность, сталкивались с ядовитыми змеями, ягуарами и другими незнакомыми и пугающими существами. Они не могли знать заранее, будут ли индейцы дружелюбны к ним или же убьют при первой встрече. Чтобы наладить контакт с местными жителями, миссионерам пришлось принять новые культурные обычаи. Они выучили язык гуарани, создали для него письменность и словари, начали употреблять в пищу чуждые и странные продукты, которых не знали ранее. Многие группы гуарани не горели желанием вступать в контакт и подчиняться чужакам. Зачастую прибывших миссионеров жестоко убивали, как уже известного нам Роки Гонсалеса, но даже это не остановило распространение миссий. Постепенно недавние жители лесов решили оставить большую часть своей прежней свободы и перебрались в большие иезуитские города. Им пришлось уживаться с новыми людьми и подчиняться правилам католических монахов. Иезуиты старались привить индейцам новый образ жизни. Параллельно с этим монахи стремились прекратить все традиционные местные практики – каннибализм, многоженство и так далее, которые с иезуитской точки зрения являлись греховными и аморальными. Тем не менее, сами гуарани все же оказали влияние как на формирование, так и на функционирование миссий, сохраняя свои традиции, верования и убеждения. Сегодня язык гуарани официально является вторым государственным языком Парагвая, наравне с испанским. День языка гуарани отмечают 25 августа. Успеху миссий способствовало то, что они действительно в какой-то степени могли защитить гуарани от двух напастей, пришедших на их землю вместе с европейцами – это энкомьенда и бандейранты. Энкомьенда – форма зависимости местных жителей от колонизаторов. Под надзором энкомьендеро гуарани были обязаны работать на рудниках и плантациях, платить налоги Испанской империи, обратиться в христианство и приобщаться к европейской культуре. Однако в реальности энкомьенда стала обычным крепостным правом с жестокими наказаниями. Бандейранты – португальские охотники за индейцами. Они снаряжали многомесячные экспедиции бандейры для поиска и захвата рабов из числа гуарани. Вместе с этим разведывали новые территории континента на предмет месторождений золота, серебра и алмазов, а также обеспечивали португальцам контроль над найденными ресурсами. Бандейранты угоняли гуарани в рабство тысячами за одну экспедицию. Сотни захваченных умирали в пути от голода, побоев и болезней. Иезуиты представляли свои миссии как постоянные, компактные и урбанистические поселения, созданные по стандартному проекту. В итоге все миссии на землях гуарани выглядели очень похоже, и у них было много общего с другими миссиями в Латинской Америке.
Их устройство не только отражало европейские взгляды на то, как должен выглядеть цивилизованный город, но и желание максимизировать миссионерское влияние и контроль над индейцами. Эта миссия, Сантиссима Тринидад дель Парана, была основана одной из последних, в 1706 году. В ней проживало около 3000 гуарани и священник с несколькими монахами. Миссии обычно проектировались квадратными или прямоугольными и имели размер около 1,5 квадратных километров. В большинстве своем они были устроены по принципу маленького города и были оснащены канализацией и водопроводом. Здесь вы видите центральную площадь размером больше, чем поле для американского футбола. Жилые дома гуарани, сад, где выращивались фруктовые деревья, овощи и цветы, 2 кладбища. Первая церковь, которая была, видимо, построена сразу при основании миссии. Первоначальные дома монахов, колокольню. Кот-Игуасу. Здесь проживали вдовы, девочки-сироты и женщины, чьи мужья временно отсутствовали в миссии. Вот главная церковь и рядом с ней монастырь. На территории монастыря находились дома монахов, школа, мастерские, склады, кухня и другие подсобные помещения. А здесь было место для барбакуа, где специальным способом сушили yerba-mate. Давайте войдем на территорию и разглядим все поближе. Каждый взрослый мужчина гуарани со своей семьей имел собственное жилье. Из таких домов формировались жилые кварталы, которые были разделены прямыми улицами. Все сооружения здесь каменные, стены толщиной от полуметра. Центральная площадь предназначалась для различных гражданских, религиозных, культурных, спортивных и военных мероприятий. Здесь же проводились и публичные наказания нарушителей правил миссии. По воскресеньям на площади тренировались ополченцы гуарани, а в течение всего года индейцы и европейцы отмечали здесь различные праздники – шествиями, парадами и танцами. Вокруг площади обычно располагались тюрьма, мастерские, склады, арсенал, больница и дом для гостей. Остальная часть территории редукции разбивалась на равные жилые кварталы. Главная церковь, сравнимая по размерам с испанскими соборами, являлась архитектурной доминантой всего поселения. К 1730 годам церкви стали проектироваться лучшими иезуитскими архитекторами своего времени. Даже сегодня посетители миссии могут получить представление о внушительных размерах, архитектурной сложности и богатстве декоративного убранства главного храма. В центре находится каменный склеп, где были похоронены некоторые из основных религиозных деятелей. Внутренний дворик монахов был образован их спальнями, кухней и столовой. В некоторых миссиях под кухней размещался запас консервированных продуктов. Ряд помещений служили миссионерской школой, занятия в которой вели образованные индейцы под контролем иезуитов. Здесь учили чтению и письму на испанском и гуарани, арифметике, пению, танцам. Способных учеников иезуиты потом обучали латыни и немецкому. Сами иезуиты старались говорить на гуарани. Также в монастырском дворике находились производственные помещения. Здесь обучались и работали плотники, скульпторы, художники, кузнецы и ткачи из числа гуарани. Некоторые из комнат служили хранилищами для сельскохозяйственных продуктов, таких как yerba-mate, кукуруза, бобы и хлопок. В соседних помещениях размещался скот, предназначенный для рационов говядины, выдававшихся в общине. Оркестры и хоры были настоящей гордостью иезуитов. В оркестрах европейские скрипки, контрабасы, флейты и гобои прекрасно звучали вместе с индейскими тростниковыми и глиняными дудочками, свистками и барабанами. В каждой редукции был хор мальчиков, исполнявший религиозные песнопения на языке гуарани. Также в каждой церкви был орган, сложнейший инструмент, на котором талантливые гуарани научились прекрасно играть. К
К концу 20-х годов 17 века индейцы были настолько умелыми музыкантами и певцами, что даже дали в Буэнос-Айресе концерт, посвященный назначению губернатора. Испанские слушатели были в восторге. Хосе Кардиэль, иезуит, этнограф, естествоиспытатель и географ, изучавший Парагвай и Аргентину, в 1747 году писал: «Каждая редукция имеет по 30-40 музыкантов. Они учат музыке индейцев с детства, и благодаря качеству преподавания и серьезности учеников они становятся квалифицированными музыкантами и певцами. Я объездил всю Европу, но только в нескольких соборах слышал музыку лучше». Также, согласно описям имущества, в редукциях имелись органы, скрипки, арфы, фаготы, виолончели, альты, лиры, гитары, мандолины и клавесины. Был в редукциях и театр. В театре обычно ставились сцены из Библии или жития святых, но были и пьесы светской тематики. Некоторые были переведены на гуарани с европейских языков, другие написаны в самих редукциях на местном материале. Первый печатный станок был установлен в парагвайских редукциях в 1705 году. Мастер-индеец напечатал на нем первую книгу. Помимо религиозной литературы, печатались календари, астрономические таблицы и музыкальные партитуры. В итоге в миссиях было издано около 1000 наименований книг на разных языках, в том числе на гуарани. Главным в миссии был, разумеется, священник. Все решения принимались только с его одобрения. Но в число людей, осуществлявших светскую власть в редукциях, входили и сами гуарани. Они составляли кабильдо, городской совет. Во главе совета стоял коррехидор, мэр, со своим заместителем. Им помогали несколько человек – надзиратели, советники, полицейские, эконом, секретарь и королевский знаменосец. На все эти общественные должности раз в год назначались выборы, в которых участвовало население редукции. Уровень преступности был чрезвычайно низкий, каннибализм был полностью ликвидирован. В подавляющем большинстве случаев наказания ограничивались епитемьей, молитвой и пост, замечаниями или публичным порицанием. Правда, иногда приходилось применять более серьезные меры – наказание палкой, не более 25 ударов, или тюремное заключение, срок которого не превышал 10 лет. Смертной казни не было, хотя и случались убийства. Самым страшным наказанием было изгнание из миссии. День гуарани начинался на рассвете с боя барабанов на центральной площади, после чего родители отправляли своих детей в церковь, где те молились, изучали катехизис и пели в церковном хоре. Все население миссии позднее присоединялось к ним на мессу. После богослужения с понедельника по субботу члены миссии встречали священника, он давал им инструкции на день. Затем взрослые мужчины получали свою утреннюю порцию мате и отправлялись на поля или в мастерские. Обед был в полдень, после чего индейцы возвращались к работе до 4 часов дня. Вечером звон церковного колокола сообщал о конце рабочего дня. Гуарани возвращались с работы, снова молились в церкви, читали катехизис и слушали проповедь. После завершения религиозных мероприятий лидеры гуарани рассказывали священнику о результатах дня, а все жители миссии получали со складов общины порцию мате и, когда это было возможно, порцию мяса. Женщины готовили ужин дома. Сначала ели мужья, потом женщины доедали остатки. Дети обедали и ужинали в основном под присмотром иезуитов. Иезуиты разделили 6 рабочих дней на 4 дня для амамбаэ, владения человека, и 2 дня для тупамбаэ, владения Бога. Со вторника по пятницу индейцы работали для семьи, выращивали продукты для себя и своего рода. По понедельникам и субботам гуарани работали для благополучия всей общины и церкви. В течение полугода, с июня по декабрь, большинство взрослых мужчин работало на общих земельных участках, где помимо кукурузы, бобов, риса, зерновых культур, хлопка, сахарного тростника и табака выращивались дыни, арбузы, персики и апельсины. В течение оставшихся 6 месяцев, с декабря по май, гуарани выполняли другие общественные работы, такие как сбор и обработка чая мате, выпас скота, сбор древесины, перевозка товаров, а также ремонт и строительство зданий миссии. Женщины не были освобождены от коллективного труда. Они обрабатывали хлопок, работали в поле и готовили пищу. Дети начинали работать очень рано. Как только ребенок достигал такого возраста, когда он мог работать, его приводили в мастерские и определяли к ремеслу. Все культуры, существенные для экономики миссии в целом, сеялись на общинной земле.
Очевидцы единодушно обращали внимание на различия в обработке общественной и личной земли. В то время как общественные земли были тщательно возделаны, личные участки гуарани поражали своим запущенным видом. Иезуиты многократно жаловались на безразличие индейцев к работе на своем поле. Они предпочитали получить наказание за плохо возделанный участок и жить на общественные запасы. По несколько раз подряд индейцы могли поедать выданные им семена и приходить за новыми. Да и в целом, по наблюдениям иезуитов, гуарани не обладали бережливостью и были склонны разбазаривать то немногочисленное личное имущество, которое у них было. Причину этого иезуиты видели в детском характере психики индейцев. Отец Кардиэль писал в 1758 году: «140 лет мы боремся с этим, но едва ли что-нибудь улучшилось. И пока они будут обладать лишь разумом ребенка, ничто не улучшится». Все произведенные продукты сдавались на склады, на которых работали индейцы, обученные письму и счету. Продукты обеспечивали жизнь тех, кто по каким-либо причинам не мог прокормить себя сам: мужчин, потерявших трудоспособность, вдов, сирот. Часть этого урожая шла на семена для следующего года, часть оставалась в качестве запаса на случай голода и для обмена на европейские товары. Какую-то часть урожая продавали, чтобы выплатить налоги испанской короне. Сами иезуиты получали не больше, чем любой из индейцев. Иезуиты обучили значительное число гуарани ремесленным навыкам. В миссиях работали каменщики, обжигатели кирпича, оружейники, мельники, часовщики, художники, плотники, ювелиры и горшечники. Были построены кирпичные заводы, дубильные и башмачные мастерские, мельницы, приводившиеся в движение лошадьми или людьми. Строились органы, отливались колокола, печатались книги на иностранных языках. К началу XVIII века в каждой редукции были солнечные или даже механические часы местного изготовления, по которым и регулировался рабочий день редукции. Многих поражали способности, которые индейцы проявляли в ремесле. Пьер-Франсуа Ксавье де Шарлевуа, французский иезуит, исследователь и историк, пишет, что гуарани преуспевали как бы инстинктивно в любом ремесле, с которым сталкивались. Например, достаточно было показать им крест, подсвечник или ладанку и дать материал, чтобы они сделали такой же. Можно было с трудом отличить их работу от модели, которую они имели перед собой. Монахи относились к гуарани как к детям, которые нуждаются в заботе, обучении и дисциплине. Все было подчинено строгому распорядку. За пределы миссии без разрешения выходить было нельзя. Исключение – сельхозработы и поездки в соседние миссии и поселения для торговли и обмена товарами. Поскольку миссии не получали никакой прямой финансовой поддержки от испанских королевских властей, они вынуждены были содержать себя сами. Торговля yerba-mate, табаком, сахаром, тканями, хлопком, медом, шкурами крупного рогатого скота и предметами мебели позволяла миссиям обеспечивать свои потребности. Товары возились в Буэнос-Айрес и Асунсьон. Продажи миссии составляли от 15 до 70% всех товаров, проданных в этом регионе. На вырученные деньги иезуиты платили налоги короне, небольшую стипендию монахам, закупали материалы и инструменты для ремесленников, украшения и церковный инвентарь для храма. Один раз в год каждый гуарани получал нож и топор, а также рыболовные крючки, иглы, замки, зеркала, ножницы и бусы. Иезуиты утверждали, что женщины гуарани ценили бусы как жемчуг или бриллианты. Также гуарани получали большую часть своей одежды из коммунальных запасов миссии. Их обычная одежда состояла из хлопчатобумажной рубашки, длинных брюк, нижнего белья, хлопкового или шерстяного пончо, шляпы и сандалий. Также каждому выдавались отрезы ткани – хлопчатобумажной или шерстяной, в зависимости от сезона. В целом миссии процветали и были финансово независимы. Жителям миссии требовалось огнестрельное оружие для обороны от налетов бандейрантов. Иезуиты неофициально начали тренировать и вооружать гуарани. Миссионеры приобрели мушкеты и начали сами производить как огнестрельное оружие, так и порох. Все это очень волновало испанских колонистов. Они опасались, что индейцы, совсем недавно являвшиеся дикарями, могут выйти из повиновения иезуитов и направить оружие против них, а то и попробовать отвоевать свою землю. Испанцы постоянно посылали протесты в Мадрид, но несмотря на это, иезуиты разработали для гуарани специальный курс тренировок. Каждое воскресенье проводились занятия по ведению как сухопутного, так и морского боев. Результатом длительных тренировок, требовавших больших усилий и от индейцев, и от их учителей, стала битва при Мбороре, в которой 4000 гуарани одержали победу над почти 7000 бандейрантов и их союзников-индейцев. Ополченцы гуарани во главе со священником и своим вождем отважно сражались с численно превосходящим противником и на воде.
флот Гуарани в 60 каноэ против 300 лодок португальцев. После победы при Мбороре индейцы смогли надолго обезопасить себя, а заодно и внутренние территории испанских колоний, от крупных нападений бандейрантов. Небольшие стычки, происходившие на границах, неизменно оканчивались в пользу Гуарани. Таким образом, редукции, индейцы которых держали в руках огнестрельное оружие, стали своеобразным щитом для испанских владений в Латинской Америке, защищавшим их от вторжения португальцев. В 1649 году иезуитам удалось получить официальное разрешение короля на создание и вооружение отрядов ополчения Гуарани. В том же году стараниями иезуитов Гуарани получили бессрочное освобождение от инкомьенды. Вместо трудовой повинности индейцы миссии должны были платить налог, эквивалентный 1 песо в год. Вожди, их старшие сыновья и инвалиды были освобождены от налога. Успешная деятельность миссионеров не раз омрачалась трагическими событиями, такими как эпидемии оспы, кори, тифа, чумы. Болезни, принесенные на американский континент европейцами, унесли много жизней индейцев. Напуганные, они бежали из редукции обратно в леса, надеясь спастись там от заражения. Многие возвращались к своим племенам, и родственники убеждали их отречься от новой веры. Колдуны и шаманы только подливали масло в огонь, обвиняя миссионеров и их учения во всех бедах, обрушившихся на Гуарани. Когда эпидемия проходила, иезуиты, сопровождаемые теми индейцами, которые мужественно остались в редукциях, отправлялись на поиски потерянных членов общины. Многих удавалось найти и уговорить вернуться в постоянные поселения. Испанская корона в течение нескольких десятилетий извлекала выгоду из существования миссий, которые служили барьером против португальской экспансии, и даже помогала вооружить и обучить ополчение Гуарани, чтобы защитить себя от вторжения своих северных соседей. Однако, когда пришло время упорядочить границы, Испания и Португалия подписали Мадридский договор 1750 года, по которому Испания передавала Португалии часть территорий, юго-запад современной Бразилии, вместе с находящимися на ней иезуитскими редукциями. К тому же в иезуитах с их процветающими миссиями и мощным вооруженным ополчением испанская корона увидела сильного соперника. Королевские власти начали изгонять иезуитов со своих территорий. Священники Параны и Уругвая выступили в защиту прав индейского населения и оказали сопротивление комиссии, прибывшей для того, чтобы урегулировать вопрос о границах. Но, связанные обетом послушания, священники вскоре все же были вынуждены покинуть свою паству. Гуарани, считавшие эту землю своей, пытались сопротивляться выполнению договора, но безуспешно. Началась война. С одной стороны были гуарани с незначительной поддержкой ордена иезуитов, с другой – хорошо вооруженные и обученные объединенные португальские и испанские войска. Силы были очевидно неравны, исход войны был предрешен. Однако индейцы не сдавались и начали такую жестокую партизанскую войну, что к 1760 году португальская армия оказалась измотана, деморализована и обескровлена и была вынуждена отступить. Поскольку обе державы были по ряду других причин недовольны решением вопроса о границах, то было решено аннулировать соглашение. Но гуарани уже перестали видеть в иезуитах защитников коренного населения, потеряли веру в способность ордена отстаивать их интересы перед испанской бюрократией. Изгнание иезуитов в 1768 году сильно повлияло на всю Америку. Новая власть установила свои порядки, ввела рыночную реформу, обзавелась раздутым штатом чиновников, которых миссии прокормить уже не могли. Но несмотря на отсутствие иезуитов и банкротство миссий, многие гуарани остались в них жить и поддерживали их еще на протяжении 30 лет. 21 июля 1773 года папа Климент XIV запретил общество Иисуса. Индейцы покидали миссии и либо перебирались в более крупные города, такие как Асунсьон или Буэнос-Айрес, либо уходили в леса. Позже миссии были окончательно заброшены и пришли в упадок. Последующие войны окончательно разрушили архитектурные памятники, и только руины напоминают теперь о былом величии государства иезуитов в Парагвае. В 1993 году ЮНЕСКО включила эти объекты в список всемирного наследия. Как показали недавние исследования долгосрочных последствий деятельности миссий, в районах присутствия иезуитов уровень образования гуарани был и остается выше на 10-15% даже 250 лет спустя. Доходы местных жителей также были выше на 10%. Наиболее заметный вклад иезуитов был сделан в области этнологии, лингвистики, истории, ботаники, зоологии и картографии. Очень любопытны астрономические исследования, проведенные в обсерватории, установленные в миссии Сан-Косме и Сан-Дамиан. В рамках миссии была создана уникальная система общественных отношений.
Взяв за основу общинные традиции гуарани и сумев сохранить за собой ключевые посты, иезуиты смогли сформировать в миссиях систему местного самоуправления и создать вооруженные отряды, ставшие на столетие основной вооруженной силой региона. При практически полном отсутствии частной собственности индейцы совместно работали на плантациях и в ремесленных мастерских, продукция которых включала в себя сельхозтовары и художественные произведения. Миссии стали крупными региональными экономическими центрами, поставлявшими множество своих товаров на рынки Буэнос-Айреса и Асунсьона. Парагвайские редукции стали наиболее успешными среди целого ряда аналогичных проектов, осуществлявшихся орденом как в Америке, так и в мире в целом. Благодаря миссионерской политике иезуитов, а именно длительной изоляции редукций, гуарани сохранили свою этническую идентичность, свой язык и культуру. Они понимают это и до сих пор с теплотой и благодарностью отзываются о времени существования 30 иезуитских миссий в самом сердце Латинской Америки. Как я и обещала в начале видео, покажу вам немного местных пейзажей. На мой взгляд, они чем-то напоминают Тверскую область в России. Сосны, песок, река. Мы приехали к месту, где расположен пограничный контроль и паромная переправа через Парану. На противоположной стороне реки Аргентина. Поскольку границы Аргентины сейчас закрыты, переправа не работает и никого нет. Вообще никого. А это небольшой тихий городок Оэнау. Здесь, кстати, проживают русскоязычные семьи, с которыми я пока не знакома лично, но хочу передать им привет. Помимо красивых сосен, ухоженных лужаек и симпатичных домиков, здесь есть классная пивоварня, где радушные хозяева с удовольствием проведут вам экскурсию по своему производству, сытно накормят и вкусно напоят. Если будете в этих местах, очень рекомендую посетить. Ссылку я оставлю в описании. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, это было для вас познавательно. Подписывайтесь на канал, тут будет еще много интересного.